привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. Недавно Kuga выпустили новинку – электросамокат Kuga Kirin HX+. В прошлом ролике мы подробно рассказали про все его технические характеристики и особенности, но тест-драйв сделать не успели из-за того, что Москву затопило дождями. А самокат этот, надо сказать, довольно специфический. У него два аккумулятора по 7,5 ампер-часов каждый, то есть в общей сложности 15 ампер-часов. И один из аккумуляторов быстросъемный и находится в рулевой стойке. Но ехать без него самокат, увы, не может. Хотя это было бы интересной фишкой. Но в теории можно было бы взять с собой несколько запасных аккумуляторов и менять их по дороге. Весит он, кстати, всего 2 килограмма 30 грамм. Колеса с надувными покрышками диаметром 10 дюймов. Сзади есть система амортизации. Тормоз механический дисковый на заднем колесе и также рекуперативный на переднем. Мотор-колесо расположено спереди. Производитель утверждает, что мощность у него 350 Вт. Но на этот счет у меня есть некоторые сомнения. Максимальная скорость у него оказалась гораздо больше, чем у всех самокатов с мотором такой мощности. По крайней мере, из тех, что мне известно. Кстати, как думаете, до скольки он смог разогнаться по GPS? Пишите в комментариях, а я пока еще немного потомлю вас в ожидании. Кроме слов представителей Kuga, больше информации о мощности его мотора и его максимальной скорости взять неоткуда. Ни на самом самокате, ни в его инструкции по применению ничего из этого не указано. Вроде бы Kuga делает это специально, чтобы у наших сотрудников ДПС не возникало желания приравнять электросамокат к мопеду и придраться к его водителю. Некоторые даже предлагают специально менять описание на сайтах магазинов и у всех самокатов указывать мощность 249 Вт. А то бывает, что слишком усердные сотрудники ищут информацию в интернете и потом штрафуют. Хотя, на мой взгляд, Евро-2020 в Питере прошло, и экономический форум тоже, и шумиха вокруг электросамокатов как-то поутихла. Но давайте вернемся к HX+. Если отвлечься от его конструктивных особенностей, которые кому-то нравятся, а кому-то нет, то одним из основных преимуществ является емкость его аккумуляторов. Даже если не говорить о сменных батареях, то 15 ампер-часов – это тоже очень неплохо. Ну и вторым его достоинством оказались, как это ни странно, скорость и динамичность. Да-да, я не знаю, что там за моторы у них такие якобы по 350 Вт. Или может дело в хорошем контроллере. Но самокат очень бодрый. Он быстро ускоряется с места. По динамике, я думаю, он оказался бы даже лучше, чем Kuga X1. При этом трогается он плавно и без рывков. И набирает очень даже хорошую скорость, которая практически не меняется с увеличением веса райдера, что немного напомнило мне о Xiaomi M365 Pro. С нашим оператором он разогнался до 35 км в час. Со мной почему-то GPS сходит с ума, но наиболее стабильной цифрой было 37 км в час. Эту же цифру мне потом показал и фитнес-трекер. Что, согласитесь, для 350 Вт несколько необычно. При подъеме в горку он тоже показал себя гораздо мощнее, чем обычно бывают самокаты с таким мотором. Хотя на крутой горке нашего оператора он все же так и не смог поднять до конца. Но на это был способен только M4 Pro с мотором 600 Вт. А со мной он с легкостью въехал даже в крутой и длинный подъем, не особо-то при этом теряя скорость. Колеса хоть и имеют достаточно большой диаметр, но амортизируют как-то не очень. Заметно, что задние амортизаторы работают довольно неплохо, и некоторые мелкие трещины сводят почти на нет. А вот спереди амортизации не хватает. И на более серьезных неровностях или бордюрах я сказала бы, что самокат довольно жесткий. Не совсем как на литых колесах, конечно, но и до М4 ему далеко. Для самоката с надувными колесами бордюры высотой около 5 см обычно не слишком сложное препятствие, и на них вполне можно заехать. Даже на 8-дюймовых колесах на HX это было легко, но на этом самокате хотелось остановиться и приподнять его, а не заезжать. Возможно, причина была еще в том, что у него очень сильно были накачаны колеса, но насоса у нас с собой не было, поэтому мы не рискнули их трогать.
Клиренса для разумной городской эксплуатации вполне хватает. Лежачие полицейские он не цепляет, бордюры тоже. Можно даже спуститься с небольших лесенок. По каким-то утоптанным и сухим дорожкам на нем ездить вполне допустимо. Можно проехаться по полю с невысокой травой. А вот на брусчатке езда превратилась в настоящую пытку. Самокат весь дергался и подпрыгивал. Если после покатушек на других самокатах к вечеру у меня обычно начинают болеть ноги, то тут у меня сильно болели руки. Что еще раз говорит о том, что ему не хватает амортизации спереди. Еще одним небольшим минусом мне показалось крепление гуся. Оно занимает приличный кусок передней части деки, из-за чего приходилось отодвигаться чуть назад, что казалось не очень удобным. Все время хотелось поставить ногу как-то немного поближе. И хоть высота руля у HX Plus довольно хорошая, людям с ростом выше 180 см я бы порекомендовала перед покупкой обязательно удостовериться, что вам будет удобно. Всего за несколько поездок мы проехали на нем больше 70 километров. И за это время его конструкция осталась монолитной. Минимальный люфт руля присутствовал, как и везде. Но меня он ничуть не беспокоил. Более того, самокат обладает хорошей устойчивостью и уверенно держит дорогу. На асфальте легко управляется, не виляя рулем от малейших неровностей. Едет самокат, на мой взгляд, тоже довольно тихо. Мотор не шумит. На кочках тихонько позвякивает металлическое кольцо на механизме складывания руля. Но для того, чтобы это надоело, надо постоянно ехать по очень плохой дороге, вроде той же брусчатки. Некоторые комментаторы под роликом с обзором, как всегда, ехидничали. Почему Куга за кусок пластика просит так много денег? Но по сути, пластик-то в самокате можно найти на крыльях, да на планках, закрывающих вилки колес. Практически вся конструкция выполнена из металла, и самокат уж никак не выглядит дешево и хлипко. Все детали стоят ровно, прилегают плотно, везде наклеечки на русском языке, на болтах виднеется фиксатор резьбы. В общем, качество сборки, на мой взгляд, на высоте. Хотя проверить, насколько хорошо протянуты все гаечки и болтики перед первой поездкой, все равно не мешает. А вот регулировать тормоза нам совсем не пришлось. Больше того, я бы сказала, что, возможно, это одни из самых лучших тормозов, что встречались на самокатах Куга. И снова он напомнил мне Xiaomi. Дисковый тормоз в паре с рекуперацией работает очень плавно и мягко, без каких-либо резких рывков, толчков и опасений улететь вперед через руль, даже несмотря на не самую удобную постановку ног и вынос руля вперед. Хотя, скорее, это заслуга не механических тормозов, а хорошо настроенной рекуперации. Сама ручка тормоза нажимается легко. Механический тормоз блокирует колесо только если нажать ручку со всей силы. Но обычно, чтобы притормозить, достаточно и легкого нажатия. И покрышки не стираются об асфальт. Из мелочей еще могу отметить действительно очень удобный звонок на руле. Но недостаточно яркий дисплей. На солнце на нем не видно вообще ничего. А вот передняя фара оказалась не самой плохой. Яркости, конечно, для темного леса будет недостаточно. Но зато светит она немного вперед, что позволяет вам на скорости увидеть препятствия заранее, а не в тот самый момент, когда вы практически на него наехали. Весит самокат чуть больше X1, но из-за широкой стойки руля держать его неудобно, особенно с моим больным запястьем, так что мне он показался чуть ли не тяжелее, чем М4. Свою резвость самокат сохранял практически до самого конца и особо не терял в скорости по мере уменьшения заряда. Но вот сел он предательски внезапно. Первое, второе, третье и четвертое деление пропадают довольно равномерно, километров через 10, не меньше. Но как только у вас остается последнее, пятое, считайте, что самокат уже практически разряжен. После этого он проехал километра 3-4 и перестал реагировать на курок газа, хотя и не выключился. Но я рассчитывала, что он протянет несколько больше, и поэтому в очередной раз пришлось возвращаться, толкаясь ножкой. Всего он проехал со мной чуть больше 52 километров. Возможно, в конце он стал чуть быстрее разряжаться из-за работающей фары, но не думаю, что это слишком уж сильно повлияло на общий пробег. В итоге у меня за день нос сгорел, а самокат оставил столь же странные ощущения, что и его внешний вид. Не поймешь, то ли он тебе нравится, то ли нет. Максимальная скорость у него очень даже неплохая, особенно учитывая то, что динамика почти не меняется даже с тяжелым райдером. Запас хода тоже приличный, но вот удобство эксплуатации и мягкость хода немного хромают. Хотя в некоторых мелочах он более продуман, чем многие другие модели.
Из HX Plus получилось нечто среднее между X1 и M4 Pro. Он достаточно неплохо собран и по жесткости ближе к X1, а запас хода у него примерно как на M4 Pro. В целом, самокат я бы назвала хорошим, если бы он существовал сам по себе, единственный в природе. Но зная его цену и конкуренцию с такими популярными моделями, я уж не говорю о самокатах других брендов, сомневаюсь, что он сможет добиться успеха и народной любви. Его потенциальное конкурентное преимущество – фишка с 2 аккумуляторами – как-то не раскрыто в полной мере и на данный момент не впечатляет. Возможно, Kuga как-то это прояснит или доработает, и тогда у него появится шанс. А пока что я с вами на этом прощаюсь. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки нам за проделанную работу и подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о новинках. С вами, как всегда, была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!